Привет, армия. Каждому, кто следил за последними действиями Чингука, очевидно, что трудно игнорировать то, как он упорно не спал во время своего последнего прямого эфира, несмотря на очевидную усталость. С самого начала было ясно, что он борется со сном, пытаясь оставаться активным, общаясь с фанатами. В то время многие думали, что ситуация получит более прямое объяснение или даже приведет к важному объявлению. Но, хотя он не раскрыл ничего определенного, события 18 ноября придали всему происходящему неожиданный контекст. Чтобы все понять, нужно вернуться на несколько дней назад, а именно к возвращению Чингука из Японии 10 ноября, когда он нес несколько пакетов с покупками, которые были отчетливо видны на многочисленных фотографиях и видео, снятых СМИ и фанатами в аэропорту Инчхон. Пакеты сразу же привлекли внимание, не только из-за их размера, но и потому, что Чингук все время носил их с собой, не снимая, пока не покинул общественную зону аэропорта, деталь, которую, возможно, упустили из виду в тот момент, но которая позже стала важной. Хотя Чингук вернулся 10 числа, его следующий прямой эфир состоялся только 15-го. Именно во время этого эфира, около 7 утра по корейскому времени, он раскрыл конкретную причину своего раннего появления. Не вдаваясь в подробности, он упомянул, что у него есть личные причины не ложиться спать допоздна, хотя его лицо и тон говорили о том, что он отчаянно хочет спать. Несмотря на усталость, он продолжал повторять, что не может отдохнуть, потому что ему приходится сдерживать себя по личным причинам, не уточняя, какие именно. Этот комментарий возбудил любопытство многих. Фанаты начали задаваться вопросом, что же не дает ему спать. Однако со временем, когда информация стала более четкой, выяснилось, что Чингуку нужно ехать в Париж по работе, и, вероятно, именно это и было главной причиной, по которой ему пришлось не спать. Однако 16 ноября, через несколько дней после возвращения Чингука из Японии, Тэхён вернулся в Корею из Лос-Анджелеса, где он посетил магазин Тир-Тир Pop-Up Store в качестве амбассадора бренда. Его самолет приземлился около 17 часов, и его возвращение сразу же вызвало переполох не только среди фанатов, но и в череде совпадений, которые начали всплывать после этого. Во время прямых трансляций Чингука некоторые фанаты заметили, что исполняемые им песни, похоже, были связаны с Тэхёном или с таинственным плейлистом, который они несколько раз видели общим. Хотя это могло быть просто совпадением, для тех, кто следил за их отношениями годами, подобные детали часто порождают более глубокие домыслы. Но самое интересное произошло, когда